Здравствуйте, мои маленькие любители экстремизма. Хочу поздравить вас с Новым годом. Ну и сказать, что я немножко вышел на свободу. По предварительным данным, взорвался водородный газ, хотя эта информация пока и не подтверждена. Сразу после взрыва над зданием АЭС поднялись облака белого дыма, внешняя стена блока разрушена. Libyan leader Muammar Gaddafi ramped up the pressure on the rebels. Pro-Gaddafi forces have now pushed opposition fighters back to Ajabia. Syrian security forces have opened fire on protesters with reports of between 20 and 100 people dead on a day of unprecedented protest against President Bashar al-Assad. Trees down on the corner, that's only about 1,000 feet from the house. That's the Pakistani Military Academy. That is the equivalent of West Point. And there's a lot of questions today about West Point being so close to the house where bin Laden was killed. Правила в этом мире довольно просты. Первое. Чтобы они жили, вам придется умереть. Второе. Вам связывают руки, им выдают оружие. Третье. Они приказывают, а вы подчиняетесь. И никому не пожелаешь быть в ситуации такого исхода. Разве когда-то было иначе? N Foundation представляет история жанра антиутопия. Акт 3, глава 3. Конфликт интересов. Poor nowadays have a shorter life expectancy than they would have if they aged naturally. And we can't get rid of it. Time zones were established. Millions of years were held in the hands of a select few, while the rest of the population were forced to survive minute to minute. После успеха шоу Трумана и номинации на премию «Оскар» в 1999-м, Эндрю Никол продолжил свою карьеру в нулевых. В 2002-м состоялась премьера его второй режиссерской работы «Фантастической Симоны» с Аль Пачино в главной роли. Картина получила прохладный прием от критиков и плохо показала себя в прокате. Также он успел поработать над сюжетом фильма Стивена Спилберга «Терминал» с Томом Хэнксом, премьера которого состоялась в 2004-м. В том же году Эндрю Никол снимает свой третий фильм «Оружейный барон». Сценарий, написанный незадолго до американского вторжения в Ирак, с трудом одобрили продюсеры из-за американского гражданства героя, исполненного Николасом Кейджем. Помимо Джареда Лето, в съемках участвовал уже знакомый режиссеру Итан Хоук. «Оружейный барон», стоивший $50 миллионов, собрал лишь 72. В дальнейшем фильм заслужит положительную репутацию у зрителей, но на момент релиза в 2005 году это был полный финансовый провал. Лишь в 2010-м Никол сможет снять свой следующий проект – антиутопию «Время». I don't worry about what people in New Greenwich do. Make my own time. Hey! $4 for a cup of coffee? Yesterday it was 3. You want coffee or you want to reminisce? 2 coffees. Попытки сделать время валютой предпринимались и в реальной жизни. Изначально сомнительная теория не смогла ни в каком адекватном виде воплотиться в реальности и канула в лету. В 1987 году режиссер Стефан Толкин снимает короткометражный фильм The Price of Life за фантастической надстройкой в виде экономической модели, где валютой служит время. Скрывается история об успехе и о том, какую цену нужно заплатить, чтобы начать жить по-настоящему. Некоторыми считается, якобы The Price of Life служит первоисточником для фильма «Время» Эндрю Никола.
Действительно, в этих двух лентах есть много общего, но все это так или иначе относится к самой экономической модели, в которой живут герои. Логично, что такая система может установиться только с использованием тоталитарных методов. Жизнь каждого ребенка с рождения, без права отказа для родителей, подвергается зависимости от некой внешней структуры. В фильме Никола за это отвечают продвинутые биотехнологии, с помощью которых все дети изначально рождаются с тикающей бомбой внутри. Неэффективная экономическая система может быть выгодна только очень узкой группе лиц. Высшая каста отделена от пролетариев временной зоной, чтобы держать систему под контролем. Они выбрали этот путь, чтобы заморозить не только свои привилегии, но и обрести вечную жизнь. Когда ваша экономика зависит от принуждения и строго определенного круга людей, правительство имеет возможность создавать деньги из воздуха. Доподлинно неизвестно, как функционирует экономическая система в фильме Эндрю Никола, но если представить причину безумного роста цен в гетто впрыскиванием в оборот ничем не обеспеченных минут, это выглядит довольно правдоподобно. Известно, что инфляция — это прежде всего налог на бедных. Таким образом, бессмертные продлевают свою жизнь без надобности улучшать производительность труда или создавать новые услуги для улучшения качества жизни простого населения. If making a change were as easy as giving out a millennia or two to the lower zones, I'd be the first in line, arm out, ready to give my share. But the truth is, this is a system that needs balance. Okay? It needs winners, it needs losers. Darwinian capitalism. Natural selection. Absolutely. The strong survive. And I think your hand is weak. Антагонистами системы выступают персонажи Джастина Тимберлейка и Аманды Сайфред. Уилл и Сильвия, находясь в ретро-футуристическом сеттинге, своими действиями напоминают известную преступную пару Бонни и Клайда. Одноименный художественный фильм Артура Пенна вышел в 1967 году, открыв дорогу к эпохе нового Голливуда. Стоит отметить и дебютную картину «Пустоши» 1973 от Терренса Малика. Основой фильма также послужила реальная история пары Чарльза и Кэрил, убивших 11 человек в 1958 году. Здесь же главным мотивом служит не обогащение или юношеское безрассудство, а классическая месть. Месть за неэффективность системы, которая ведет к большим человеческим потерям ради непонятных никому целей. Только отпраздновав премьеру блокбастера Кристофера Нолана «Начало», актер Киллиан Мёрфи согласился сыграть принципиального силовика, хранителя времени Реймонда. Карательный аппарат системы должен пресекать несанкционированные финансовые операции и изымать время из экономики, тем самым тормозя развитие инфляционных процессов и сохраняя экономическую стабильность. How long have you been a timekeeper? 50 years. Can you explain to us what a timekeeper is? Yeah, it keeps time. What does that mean, to keep time? You know what it means, man. Most thefts in Dayton amount to hours or days. And this was a century. I don't see any more in circulation. He could have capsuled the time. You can't hide 100 years in the ghetto. Making sense when a man is a month more than he should. Никол решил повторить ретро-футуристичный сеттинг, как и в своей дебютной работе. Выхолощенный и практически стерильный мир гетто, где дорога каждая секунда, и город бессмертных, словно вышедший из романов 50-х, 60-х годов, показаны нам через объектив легенды кинематографа оператора Роджера Диккенса, снявшего мрачный 1984 Майкла Редфорда. С того момента и до премьеры времени он успел 9 раз номинироваться на премию «Оскар» как лучший оператор. Фильм Эндрю Никола стал первым опытом съемки в цифре для Диккенса.
Удача улыбнется ему только в конце десятых с фильмами «Бегущий по лезвию» 2049 Дэни Вильнёва и 1917 Сэма Мендеса. Музыкальным сопровождением занимался Крейг Армстронг, обладатель Золотого глобуса за саундтрек к картине «Мулен Руж» 2002. Также он приложил руку к созданию ленты Рэй 2004 с лауреатом Оскара Джейми Фоксом. А после премьеры антиутопического боевика написал музыку для Великого Гэтсби с Леонардо Ди Каприо. You put enough in the wrong hands, you upset the whole system. Maybe even start a war. And not a war that you can win. Please don't make your father's mistake. Dispatch, wire me my per diem. Time transfer. Cutting it close again, sir. Бюджет на руках у Никола оказался меньше, чем на предыдущем проекте – $40 миллионов. Для сравнения, исходный код, вышедший в марте 2011-го, Данкан Джонс снял за 32 миллиона, а приквел «Нечто» с Мэри Элизабет Уинстед обошелся в 38. Время Никола собрало 37,5 миллионов в США и 136 по всему миру. Антиутопия о времени стала первым коммерческим успехом в карьере новозеландского режиссера. Аманда Сайфред появится на больших экранах в конце 2012-го с ролью Казетты в эпическом мюзикле «Отверженные» Тома Хупера. В сентябре 2013-го выйдет первая серия криминального сериала «Острые козырьки», где Киллиан Мёрфи сыграет знаковую роль Томаса Шелби, харизматичного лидера бирмингемской преступной группировки. Джастин Тимберлейк номинируется на премию «Оскар» в 2017 году за песню к фильму «Тролли», где он также озвучил одного из главных героев. Антиутопия «Время» Эндрю Никола содержит интересную, в чем-то оригинальную идею на поверхности, но внутри это все та же классическая история эксплуатации большинства в интересах организованного меньшинства. Общественный уклад этого мира деградировал до основания. Возможно ли конвертировать этот экономический строй во что-то иное, если все предустановлено на генетическом уровне? Население вселенной фильма «Время» ведь не вполне люди, скорее результат весьма странного социального эксперимента. После коллапса системы все будут бессмертны, а значит, битва за ограниченные ресурсы вспыхнет с новой силой. They had some success with animals, but never human. When it happened, it was strange. There was no celebration, there was utter silence in the lab. That cracking a code that we weren't sure we should have cracked, a sense that we were really playing God. Do you think there's a possibility that we could reverse this technology? The question isn't can we? The question is will we? Здравствуйте, друзья! С вами сегодня Евгения Алькова и Егор Суперовечкин. Ну, логично, что Евгения Алькова – это она. И сегодня все вот эти люди собрались сегодня ради всего лишь двух слов. Диаболо 3. Кандидаты партии «Единая Россия» умеют добиваться своего. За годы работы они не раз доказывали важность задач, за которые берутся. Наши кандидаты знают, как работают городские программы, как распределяется бюджет.
Персонаж Судья Дред был создан писателем Джоном Вагнером, художником Карлосом Эскера и редактором Патом Милсом. Он дебютировал в серии британских комиксов 2000 AD в начале марта 1977 Спустя 18 лет, в 1995 состоялась премьера первой экранизации о жизни специфического полицейского. Судья Дред с Сильвестром Сталлоне и Робом Шнайдером оказался полным коммерческим провалом. На первом уикенде американского проката он стартовал с 5-го места, пропустив вперед свежий Аполлон 13 и Бэтмен навсегда, который шел уже 3-ю неделю. Также судье Дреду Дэнни Кеннона очень сильно прилетело от критиков и зрителей. Потребовалось прождать еще 17 лет, чтобы увидеть вторую попытку экранизировать хаос улиц Мега-Сити. Activate crowd control. Activated. Citizens, be calm. Step back from the crime scene. Once you saw him, you couldn't forget Judge Dredd. Dredd's harshness, if you like, is one of the compelling things. It's something we kind of can rail against, but we actually need, and we kind of love to hate him. And that makes for interesting stories. You know, it's his determination to do the right thing. It's his single-minded focus on justice. Anyone else, you'd say it was bullshit, right? Not with Mama. Her trademark is violence. 9 months later, she had control of everything. Levels 1 to 200. Главные роли в создании Дредда 2012 года сыграли 3 человека. Ключевой фигурой стал сценарист Алекс Гарланд. На момент съемок в его активе были работы над хоррорами Дэнни Бойла «28 дней спустя» и «Пекло». Также он стал соавтором сюжета для консольной экшен-адвенчур Enslaved: Odyssey to the West, вышедшей в 2010 году. Он начал работу над сценарием фильма «Дред» еще в 2006. Гарланд убрал нелепый комиксоидный стиль оригинала, сделав упор на реализм и неонуарную эстетику. Вместо показа сложной истории автор концентрируется на конкретном сюжете – штурме гигантского человеника Пич-Трис. Через призму одного события показана будничная жизнь 800-миллионного мегаполиса посреди ядерной пустоши. I'm hoping we'll sort of smuggle this film in, that people, their expectations will have been defined by that first film, and we can come out as a whole different thing, much more hardcore and edgy, and you know, it's drugs and violence and brutality, and there's something very rough about this. Yes, it is. Yeah, it should come out. I hope it comes out of left field. Peach trees, multiple homicide. Dredd to control. We'll take peach trees. Copy that. Второй герой этой истории – новозеландец Карл Урбан. Взлет его актерской карьеры начался в 2000-м с новозеландского мистического триллера «Демоны». Малобюджетный хоррор, обладая вполне неплохой, драйвовой атмосферой, стал отличным отображением эпохи Миллениума. Ой! Следующим проектом в подобном жанре, и где у него также была ведущая роль, является фантастический боевик Doom 2005 года. Вольная интерпретация компьютерной серии игр от Анджея Бартковика провалилась в прокате, несмотря на неплохой актерский состав, атмосферу и великолепную музыку Клинта Мансела. Роль Джозефа Дредда стала для Урбана знаковой попыткой вернуться на первый план, а заодно и сыграть культового персонажа комиксов. Грязный Гарри образца 2080 года получился харизматичным и жестоким карателем. Особая мимика и проникновенный голос Карла Урбана добавили живости безликому хранителю правосудия. Dredd was the only one, but I really responded to the world of Dredd. The character, the dark, sort of satirical
look at this dystopian future. And also the character who could be heroic at times, but he could also be a villain. And, you know, as a representative of a very sort of right-wing regime establishment. So why do you want to be a judge? Sir, I want to protect and serve the city, to make a difference. Make a difference? To a block like this? Третий герой этой истории – британский режиссер Пит Трэвис. В 2004 году получил премию «Открытие» на фестивале в Торонто со своим телефильмом «Ома» по сценарию Пола Гринграсса. История об обычном мужчине в исполнении Джерарда Максорсли, который переживает потерю сына из-за кровавого теракта в городе Ома на территории Северной Ирландии. Кино, снятое на основе реальных событий, позволило ему достичь первого международного успеха. Don't let your mommy watch the TV, okay? Daddy, we need to know! Don't let your mommy watch the TV, Kathy! Первой работой в большом полнометражном кино стал политический триллер «Точка обстрела». Фильм с необычной структурой сценария, где покушение на президента США рассматривается от лиц нескольких персонажей. Картина со звездным актерским составом и саундтреком Этли Эрварсона вышла в начале 2008 года и собрала $152 миллиона при бюджете в 40. В январе 2009-го представил свой новый телефильм «Конец игры». Историю о последних днях апартеида снимали в Кейптауне, а главную роль взяли на себя Уильям Хёрд и Чивител Эджиафор. Уже в ноябре 2010-го Пит Трэвис вернется в ЮАР для работы над своим вторым полнометражным фильмом «Дред». It's like one day in his life, and you find out everything you need to know about Dredd in the course of what he has to do in this one day. And I think that's a simple but beautiful idea, and I think it tells you everything you need to know, because you pit Dredd against somebody that's almost the opposite of him, and that really tells you something about both of them. Довести свою работу до конца у него не получится. Из-за творческих разногласий с продюсерами фильма его отстранят от постпродакшена и доверят доделывать картину автору сценария Алексу Гарланду. 10 октября 2011 они сделали общее заявление о том, что их сотрудничество над картиной продолжится, но в более необычной форме. В принципе, можно сказать, что в режиссерском кресле фильма «Дред» сидело два человека. Таково мнение и главного актера ленты Карла Урбана, который называет Гарланда полноправным постановщиком картины. Оператором выступил лауреат премии «Оскар» 2009 года за фильм «Миллионер из трущоб» британец Энтони Дод Ментл. Невозможно не отметить также атмосферный саундтрек картины. Драйвовый индастриал стал идеальным музыкальным сопровождением к неонуарному киберпанку. Композитор Пол Леонард Морган, экспериментируя с электроникой, старался добиться футуристического звучания для мрачного антиутопического боевика. All clan, every level. Hunt the judges down. Everyone else clear the corridors and stay the fuck out of our way until the shooting stops. По итогу, 21 сентября 2012 года состоялась премьера фильма «Дред» на территории США. Критики и зрители хвалили картину за продуманный экшен, визуальные эффекты и реалистичный научно-фантастический сеттинг. Казалось бы, все элементы успеха были соблюдены, но Дред принес создателям только убытки.
Карл Урбан посчитал причиной провала ужасную работу по пиару и продвижению картины. По старой традиции, с течением времени, фильм стал культовым sci-fi боевиком, одним из лучших во втором десятилетии 21 века. Некоторые зрители отмечали сюжетные сходства с вышедшим в том же 2012 году криминальным рейдом Гаррета Эванса. Действительно, в обоих проектах используется один и тот же сюжетный каркас с зачисткой большого здания, набитого преступниками. Но он явно не является чем-то новым и вполне объясняется решением сделать более камерную историю на фоне небольшого бюджета в районе 50 миллионов долларов. После релиза Дредда режиссер Пит Трэвис снимет свой третий полнометражный фильм «Город тусклых огней». Снятая в 2015 году за смешные 3 миллиона евро, история частного детектива из пасмурного Лондона в исполнении Риза Ахмеда в целом вышла неплохим проектом, но никакой популярности не снискала. Алекс Гарланд официально дебютирует в режиссуре с фильмом «Из машины», получив номинацию на премию «Оскар» за сценарий картины. В 2023-м он по касательной вернется в жанр антиутопия с военной драмой «Падение империи», о гражданской войне в США между штатами и федеральной властью Вашингтона. Карл Урбан нашел свою главную роль в супергеройском сериале «Пацаны», который стартовал летом 2019 года. Роль Билли Бутчера перезагрузила карьеру актера, превратив его в одного из самых популярных артистов начала 20-х годов. She doesn't want you interrogated. She's afraid of what you might say. And that's got me curious. Попытки реанимировать сиквел Дредда продолжались все десятилетие. Но, кажется, точку поставила пандемия COVID-19, которая нанесла серьезный урон всей мировой киноиндустрии. Противоречивый персонаж, соединяющий в себе судью, следователя и палача, кажется, практически не отличается от своих противников, лидеров преступного мира Мега-Сити. Однако разница есть. Система судей, идеалом чего служит Дред, является иммунной системой города. Чем сильнее вирус, тем мощнее должна быть ответная реакция. Война на улицах огромного мегаполиса требует жестоких методов и непопулярных решений. Самую страшную цену платят обычные люди, находящиеся между противоборствующими сторонами. Они лишь кормовая база, как для судей, так и для преступников. Мальчиков и девочек в секторе Газа рассадят по разным классам. Новые правила в системе среднего образования утвердило правящее в анклаве движение Хамас. Список финансовых пузырей от тюльпанов Голландии 17 века до американской ипотеки пополнился виртуальной валютой биткоин, запущенной в 2009-м неким Сатоси Накамото. Раньше продавали товар, который стоил $1, а получали за него 32 рубля. Мы продали товар, деньги приходят в рублях. 32 рубля получили. А теперь товар продали на рубль, а получили 45. Доходы бюджета увеличились. Вот вы вспомните последнюю программу Соловьева за год, где Украина не обсуждалась. Их просто нету. То есть это новая национальная идея обсуждать в России Украину. У меня такое ощущение, что вообще все достижения режима Путина это борьба с фашистами на Украине и победа в Великой Отечественной войне. И больше ничего нету. То есть вот если глядеть наш телевизор, больше ни о чем вам не скажут. Traditional animation involves hand-drawn cells and backgrounds stacked one on top of the other, which are then shot on film to create the visuals. The amazing DGA process takes hand-drawn images, computer graphics, live-action footage, and audio, then digitizes these components into data. The different elements can then be manipulated to obtain the desired result. Персонаж Мотока Кусанаги был создан в рамках манги в жанре киберпанк.
«Призрак в доспехах» автором Масамуне Сиро под конец 80-х годов. Появление колоритного героя на большом экране не заставило себя долго ждать. Примерно с появлением «Призрака в доспехах» на японских прилавках режиссер Мамору Осии представляет полнометражное аниме «Полиция будущего». В начале 90-х он также поставит сиквел «Полиция будущего. Восстание», а после начнет разработку адаптации «Призрака в доспехах» в виде одноименного полнометражного аниме. Осии выберет заново переизобрести историю оригинала, сделав ее мрачнее и гораздо серьезнее. Сценарист Казунори Ита, также работавший вместе с режиссером над дилогией о полицейских будущего, присоединился к проекту для работы над сюжетом. Важным человеком для картины стал аниматор Хироюки Акиура. Помимо контроля за работой художников, он занимался дизайном персонажей. Именно его видение внесло значительный вклад в то, какую Матока Кусанаги узнает весь мир. Акиура попытался сделать персонажа более нуарным, стремясь уйти от легкомысленности оригинала. Универсальный солдат, практически неуязвимый снаружи, переживает острый кризис идентичности, задаваясь вопросом о природе человека и всего человечества. «Призрак в доспехах» Мамору Осии покорил сердца зрителей не только на местном рынке, но и по всему миру. Став культурным феноменом, аниме оказалось постоянным источником вдохновения не только в жанре киберпанк, но и далеко за его пределами. First-rate crew and high-end equipment were used to produce Ghost in the Shell. The man who brought this talent and technology together was the film's director, Mamoru Oshii. Следующим проектом Мамору Осии стал антиутопический фильм «Авалон» 2001 года по сценарию Казунори Ита. Японско-польский фильм был показан вне конкурса на 54-м Каннском фестивале. Картина стала коммерческим провалом, оставшись в истории как еще один малобюджетный киберпанк периода конца 90-х и начала нулевых. Мамору Осии вернется к «Призраку в доспехах», поставив сиквел с подзаголовком «Невинность». Он стал первым произведением японской анимации, участвовавшим в борьбе за золотую пальмовую ветвь. Конкуренцию ему составили культовые фильмы из азиатского региона: «Фантастический 2046» Вонга Кар-вая и «Криминальный олдбой» Пак Чхан Ука. Победу же одержал документальный фильм левого активиста Майкла Мура «Фаренгейт 9.11». В конце того же 2004-го DreamWorks выпустила «Призрак в доспехах. Невинность» как в кинотеатрах США, так и для домашнего просмотра на DVD-дисках. Сиквел получил более сдержанные оценки от зрителей и критиков, не достигнув и капли той популярности, которой обладает оригинал. Спустя 4 года продюсеры из DreamWorks и режиссер Стивен Спилберг выкупили права на создание фильма по мотивам манги Масамуне Сиро. Голливудская экранизация доберется до премьеры только спустя 9 лет, в 2017 году. 広角機動隊の1本目と2本目の監督をした押井守と言います。空手本線の元子を1本通して最後まで見てみたい。僕が想像した以上に役になってると思う。お前ももうノイズが多いな。整理中なんだ。黒さん命令だ。
По сути, создатели картины пошли по уже протоптанной тропе японских коллег. Из аниме перекочевал не только общий нуарный вектор, но и огромное количество других творческих решений. Сценарий, который по сути являлся плодом коллективного творчества, постоянно переписывался, но основные события, которые в фильме расположены в чуть ином порядке, переданы вполне целостно. Глобальное отличие заключается лишь в антигероях, кукловоде и Кудзе. В итоге из фильма была удалена сюжетная ветка с искусственным интеллектом. Ее заменили в пользу большего раскрытия прошлого Мотока, вследствие чего произошла замена некоторых второплановых персонажей. Продюсеры не хотели сильно рисковать, оттого сюжет оказался довольно пресным и клишированным, что огорчило и отвернуло от картины большую часть критиков и зрителей. Между тем, все сошлись во мнении об отличной визуальной составляющей фильма. Яркий, атмосферный киберпанк – редкий гость в кинотеатрах. В рамках вполне неплохого бюджета в $110 миллионов авторам удалось создать предельно красивую и натуралистичную картинку хай-тек лоу-лайф будущего. Ленивая игра Скарлетт Йоханссон вполне вписалась во флегматичный характер главного героя Миры Киллиан, сотрудника антитеррористической команды 9-го отдела. You're a company man. You follow orders. So, if they ordered you to kill me... Stop saying shit like that. You're gonna piss me off. Отдельным украшением картины является Такеши Китано, исполнивший роль руководителя группы. Легендарный японец вернулся в киберпанк спустя 22 года после премьеры Джонни Мнемоника. Пилу Азбек, известный по «Игре престолов», также притягивает на себя внимание в роли харизматичного оперативника Бато. Композиторами «Призрака в доспехах» стали Лорн Белф и Клинт Мансел. Минималистичный саундтрек, сочетающий в себе классические мелодии с электронным звучанием, прекрасно дополняет визуальные достоинства картины. We are in Major's apartment. Here is one of Major's charging stations. She has to do her own analysis of crime scenes, our weapons kits, weaponry, some tactical gear. Here is where Major sleeps. Now, robots don't need a lot of sleep, but this is sort of a relaxation cocoon. I guess privacy is just for humans. You are human. People see you as human. Everyone around me seems to fit. They seem connected to something I'm not. «Призрак в доспехах» 2017 года – это продукт бизнес-идеологии Голливуда, начавшийся примерно в начале десятых годов. На основе готового материала появляются ремейки успешных в прошлом проектов. При этом делается это в рамках чисто коммерческой логики. Большие студии полностью контролируют процесс создания картины, стараясь, по их мнению, полностью нивелировать риски, связанные с творческой свободой. Удачей послужило то, что создатели фильма оказались вполне компетентными, чтобы не испортить сам базис экранизации. Если объективно взглянуть на фантастические фильмы 2017 года, можно увидеть жуткую картину. 3 самых дорогих проекта этого года оказались бездарными студийными подделками. Попытка экранизации «Темной башни» с Эльбой и МакКонахи терпит оглушительный провал. А балом правят такие же стерильные комиксы от Marvel. «Призрак в доспехах» вышел противоречивым фильмом в сложное для фантастики время. Все это, естественно, вылилось в кассовый провал. Картина собрала лишь 40 миллионов в американском прокате и 130 в остальном мире. Лишь экспериментируя, выделяясь среди других, можно надеяться на успех. Отличным примером стал драматичный
драматический Логан, вышедший за несколько недель до. Вместо стандартного боевика мы получили трагическую историю о смене поколений. От «Призрака в доспехах» многие ожидали философских изречений, а получили классический голливудский боевик. В данном случае это пошло картине только на пользу. Зная, какая ущербная повестка была в тренде калифорнийских гигантов тогда, страшно представить, какой эксперимент они могли совершить над «Призраком в доспехах». My ghost survived to remind the next of us that humanity is our virtue. I know who I am and what I'm here to do. Начало и середина десятых годов оказались периодом застоя, комфортным болотом, в котором можно было не замечать происходящего вокруг. Если перестаешь двигаться вперед, ты теряешь самое дорогое – силы и время. Именно тогда рука, приносящая безопасность, начнет душить тебя, пока безжизненный труп не упадет на пол. Так устроена природа. Если общество застывает, оно терпит поражение. И неважно будет, кто был прав, когда здание начнет разваливаться на куски. Не все смогут победить в смертельной лотерее. Представление начинается. N Foundation. История жанра антиутопия. Акт 3, глава 3. Оставайтесь на связи, все ссылки в описании. This is my grandfather's pipe. He died before I was born. После того, как в нашем торгпредстве в Вашингтоне и консульстве в Сан-Франциско прошли обыски, Москва уже направила ноту протеста. Парад в центре Киева. Второй год украинцы маршируют в новой форме, так похожей на натовскую, и впервые вместе с натовцами. Президент Зимбабве Роберт Мугабе подал в отставку. Об этом он сообщил в письме, которое отправил депутатам. Теперь уже экс-глава государства отметил, что к такому решению он пришел добровольно для обеспечения плавной передачи власти. Love